Денис хочет поговорить. Ребят, добрый вечер. Хочу поделиться фундаментальным просто опытом, который расширил мое сознание, сознание моих коллег, относительно, в принципе, мироустройства, жизни и так далее. То есть, по своей природе и натуре я искал какие-то, возможно, какие-то внеэгрегориальные инструменты, которыми можно пользоваться и не получать какую-то серьезную зависимость от них. Ну, для тех, кто расшифрую это, то есть я разделяю определенные учения и так далее, и способы видения мира вот в некой иерархии. Там, условно говоря, я общаюсь с ноосферой благодаря Таро, там, да, астрологии, джиотиш и так далее, и так далее. И каждый раз я не чувствую какого-то фундаментального отклика. То есть, что, да, все, я чувствую, что этим я могу пользоваться, применять в бизнесе и так далее. Однако, познакомившись с Толкином, я, во-первых, искал специалиста, который какого-то в СНГ, да, русскоговорящего, и понял, что нет, кроме вот этого источника нет ничего. То есть есть что-то на Западе, да, там кто-то где-то зарождается, И что хочу сказать. Это те вещи, которые помогли мне абсолютно четко ориентироваться во времени. То есть мы живем в время повышения вибраций. Старые методики, да, технологии использования времени действительно не работают. И как это, прям базис, это прям алфавит. Как он был упущен, просто непонятно. То есть, понятно по каким причинам, но непонятно, как мы вообще без этого жили. Павел, я хочу сказать благодарность, и я искренне рад, что у меня есть такая возможность сейчас это сделать. Спасибо большое. Из конкретики, Павел, как ты любишь, я это вижу и чувствую. Запустил, то есть я прошел два цикла по 13 дней. Первый цикл я все это понимал, осознавал, и в то же время я видел, что происходит какие-то магии. То есть это, по сути, когда мы пользуемся этим инструментом, Цолькиным, да, мы подключаемся к игре, к полю, где нету вот прям таких искаженных наблюдателей. Вы просто представьте, какие наблюдатели просто, по своей природе чистые. И я почувствовал, что я подключился к этому информационному полю, да, чтобы здесь, я не знаю, какие люди здесь, но явно осведомленные о том, что я говорю. Значит, пошли процессы, начали отваливаться лишние люди. Каждый день я начал видеть структуру, энергию дня, да, то, что мне и нужно было. И вслед за этим поставил план выполнить задачу. Задача была сумма в бизнесе, которого еще нет. Однако за первую 13-дневку я закрыл и оформил проект, и в следующую 13-дневку, она сейчас заканчивается, я вышел на суммы, которые ставил. Цели были не только материальные, была задача, одна из самых важных задач каждого человека, это собрать вокруг себя корректных наблюдателей. Если я не говорю слишком долго, скажу о том, как... Нет, все очень интересно, да, по делу. Да. Я скажу о том, что, в общем-то, вся эта фрактальная история стала приходить в мою жизнь, да, фрактальное понимание времени, и также я открыл некий закон фрактального наблюдателя, Для тех, кому интересно, я поясню. Значит, я понял, что некие мои события в жизни, которые я хотел, чтобы происходили, но не происходили, зависят от наблюдателей, моих наблюдателей. То есть, по сути, есть некое... Сейчас я просто соединю это, как это работает вместе с Толькиным, просто невероятно. Когда есть какая-то там идея, еще что-то, да, то, что энергия, которая движет, есть некий лайфхак, как сделать так, чтобы не быть ее завистником, не создавать майки в пространстве и не проигрывать вибрацию хотения, а вибрацию, то есть, уже вибрацию того, что это уже есть. Лайфхак поделиться с наблюдателем, который ее может воспроизводить таким образом, да, этот наблюдатель начинает подпитывать тебя, и, в общем, это, способ достижения, способ достигаторства, когда появляется 3 человека, это супер интересно. И таким образом не работают маятники, и вслед за этим я понимал, что мои наблюдатели в данный момент искажены. И проблемы были очень серьезные. То есть это не проблемы
что-то там в деле не клеится и так далее. То есть ребята из глубокой духовности, которые позиционируют себя весьма и весьма осознанными, соответственно, в разговоре, коммуникации с ними ей были весьма изощренные темы. То есть у кого-то там какая-то чакра завелась, у кого-то просто невозможно. Вот. И когда я достаю вот это, честно говорю, я не мог это показать им без проигрывания эго, потому что это настолько глубокое, что через себя это пропустить просто вот так невозможно. Так сразу. Я вышел, как будто бы, ребята, это мое. Вот. Денис отошел, хочу сделать две ремарки. Вот то, что, по сути дела, физика и эзотерика – это два яйца, это одно яйцо, короче, с разных позиций. То есть в Цолькине есть такое понятие, в Дримспеле точнее, есть понятие псибанка. Оно же есть у Вернадского. Вернадский его называл ноосферой. То есть все, что человек думает, да, отражается в информационном поле Земли, отскакивает от него. В Цолькине есть такая история, как в Дримспеле, точнее, псибанк. То есть любое наше действие, любая наша мысль, она закладывается в такой энергетический кристалл, да, который окружает эту планету, да, и таким образом нарабатывается опыт этой планеты, как тоже растущего, развивающегося организма. И этой планете неинтересно явно заниматься какой-то фигней, у нее свои явные задачи, которые гармоничны космосу, скажем так, ну как я это вижу, да, и, соответственно, опыт, который эта планета хочет получать через каждого населяющего его человека или живого существа, но он часто выходит за рамки представлений человека о том, что ему надо. То есть, на мой взгляд, планета – это часть природы. Соответственно, ей хочется быть гармоничной, да, проживать, короче, опыт, который обогащающий, как, я не знаю, вот в лес растет, там все синергии, все друг друга обогащают, всем хорошо. В человеческом обществе долгое время, там, веками бытийствовала парадигма, что там человеку волк, нужно там кого-то кинуть, чтобы разбогатеть, не знаю, ну какая-то такая вот хрень. Вот. И с точки зрения вот того, что я вам сейчас сказал, и вообще там Dreamspell, то есть мы каждый для того, чтобы друг друга обогащать, вот сегодня мы этим занимаемся. И тем самым рука руку моет, мы в синергии делаем что-то, что мы даже не подозреваем, но, наверное, это благое дело, если каждый из нас кайфует. И здесь для меня кайф – это лакмусовая бумажка, которая показывает, на своем месте человек делает то, что ему следует делать или нет. То есть мы, как мне кажется, как души, мы сюда пришли радоваться, да, получать определенный опыт, кайфовать. И только эту радость там, да, мы можем взять с собой дальше, как некоторый смысл, тем самым обогатив всех вокруг себя и планету в целом. Поэтому то, что говорит Денис, мне кажется, это очень ценный смысл. И по поводу второго, по поводу квантового наблюдателя, да, ну, в физике еще известно, что никакое явление не существует без наблюдателя. Соответственно, то, что я услышал от Дениса, это окружая себя качественными наблюдателями, мы способствуем росту того или иного, той или иной темы в жизни, которую мы качаем. Ну, пример, далеко ходить не надо, Инстаграм, да. То есть есть люди, которые хотят разбогатеть, они туда кидают свой Инстаграм, не знаю, как они там тачку сняли дорогую в Дубае, и на ней катаются. И типа люди воспринимают их как богатых людей, и эти люди действительно становятся богаче, потому что они формируют вокруг себя такой имидж, который потом становится их уже частью их бытия. Вот. Если, Денис, мне очень интересно то, что ты рассказываешь. Если ты вернулся, то, пожалуйста, расскажи подробнее о механике, которую ты используешь про вот этого наблюдателя для того, чтобы реализовывать свои цели. Спасибо, Павел. Эта механика очень тесно взаимосвязана с Цолькиным. Вот. Значит, я назвал это закон, эффект фрактального наблюдателя. То есть если бытовое понимание, да, то, что наши успехи – это средневзвешенное нашего окружения. Вот. Но если копать куда глубже, то есть вот такое интересное замечание. Проводилось исследование, не помню кем, но, в общем-то, о чем оно? О том, что объединяет там самые крупные миллиардные компании. Вот. И человек сказал, то, что они были созданы как минимум 2 людьми, и вот, ну, там, с каким-то там практически без денег. Вот. И смысл-то в том, что не в материальном успехе, а именно в состоянии, в том, что 2 наблюдателя друг друга расширяют и наполняют. То есть они уже друг друга видят,
без зависимости к результату невероятно расширенный. Ну вот мы сели там делать там, компьютер, да, или лего собираем. То есть обязательно должно быть два наблюдателя. То есть это такой чит-код, но который невозможно просто так пройти, невозможно искаженно быть собеседником никак самим собой и при этом рассчитывать на какие-то взрывные результаты. От этого я понял, насколько важен наблюдатель, да, наш, с кем мы разделяем наше сознание. Вот. И когда мы с кем-то делимся, вот есть, кстати, там день в Цокине, да, когда мы с кем-то должны разделить это, поширить. Вот. И очень важно именно тому, кого мы это вкладываем. То есть должен быть некий внутренний отклик и ощущение того, как это зайдет. Вот. Поскольку это сознание начнет, оно либо примет это, либо будет искажать. Вот. И в чем его фрактальность? Да в том, что представим ситуацию. Сижу я, вот мой коллега, и мы обсуждаем какой-то проект. В общем, все очень хорошо. И вот мы начинаем выходить на те вибрации, которые действительно соответствуют этому проекту. Проходит день, два, три, у нас все отлично. Ну, в общем-то, коллега мой ходит так, время от времени до другого коллеги, который там не соответствует этим вибрационным историям. То есть мы говорим о суперсветлых темах, вот, конкретно наш коллектив. Вот, а мой товарищ уходит туда, где там, по субботам можно там похулиганить. Вот. И, соответственно, есть люди, которые искажают его. И вот есть некий вот этот вот элемент того, насколько вот от нас самих должны произрастать корректные, как корни наблюдателей, то есть вот по мере их чистоты. Это не формат эго, а формат чистоты. Вот. И мне стало понятно, как бы, эта механика. Поэтому, в общем-то, есть день, я сейчас, как бы не тотально, поскольку я прохожу вторую, да, там, 13-дневку, не вспомню какой, когда важно разделить намерение вот от мечты. Намерение это 3 дня назад, 9-й тон. А да. Сегодня вот то, что ты как раз сейчас делаешь, это способность обогатить других теми смыслами, которые ты сам для себя нашел. И то, что ты говоришь, это прям вообще бесценно, на мой взгляд. Да, благодарю. Продолжай, если есть что сказать. Так, да, в общем-то, вот такая вот история, то, что и моя задача была, теперь я подвожу к Цолькину, что он мне дал и что он мне дает вот моим коллегам. Я говорю, ребят, есть вот такая вот история. Вот, здесь все просто и понятно, да. В общем-то, есть эти языки, как мы можем теоретизировать пространство, видеть. Это язык вообще, то есть я в нем, это идеальный язык. Вот, я им показываю это все. Вот, ребята вообще, в принципе, там не в эзотерике, деловые ребята. Вот, я им показываю, они... То есть, я им показывал раньше, что-то пробовал, неинтересно было. То есть, какие тар, что. Вот. Они видят конкретно сегодня день, какие идут события, какое что, и ребята из реального сектора понимают, что это работает. И для меня это удивительно, потому что мы живем в такое время, вот, и насколько я это не мог проживать раньше, поскольку этого у меня не было. Да, это можно адаптировать не только в свою прям вот в жизнь, но и прям в компанию. То есть получается, опыт небольшой, ребят, 13 дней, но я понимаю, насколько это можно глобализировать. Как это встраивается в компании, в тайм-менеджмент компании, это феноменально. Явно этим пользуются те, кто понимает мироустройство вот так вот на концептуальном уровне. Я говорю про то, что им нельзя называть. Вот. И при этом пора людям осознанным пользоваться этим тоже. И, Павел, я максимально благодарю слушателей пространства, благодарю вас невероятно. Подводя итог, я хочу сказать, что было важно вокруг себя собрать корректных наблюдателей. Это, в общем-то, важно каждому человеку. Вот. И чтобы у этих наблюдателей были правильные наблюдатели. Знаете, как MLM. Вот. Только здесь по мере частоты восприятия, чтобы все, что мы делились, воспринималось без искажения. То есть, если вы поделились с товарищем чем-то, что вы хотите, и у вас это еще не произошло, а вы это уже давно отпустили, скорее всего, вот такой вот товарищ, который просто не может это пропустить через себя. Вот. И Цолькин мне помог. Цолькин помог мне выйти из каких-то ментальных переживаний, ментального лимба людям очень и очень прокачанным в сфере духовности и бизнеса. Все, у меня все, спасибо. Денис, очень ценно то, что ты сейчас здесь
протранслировал, я тебя благодарю.